Если вы хотите жить недалеко от площади Таксим, то мы вам сейчас покажем вариант. Вот мечеть возле площади Таксим. И вот поворот на улицу, где находится Лонгстей Стамбул. Это отель, а ниже еще один Лонгстей Истанбул с апартаментами. Здесь более-менее маленькие такие комнатки. Насколько я понимаю, они без кухни. Поэтому здесь вот от Таксим буквально, не знаю, минуты 3, 4, 5. И вот Лонгстей Истанбул. Это именно помещение с апартаментами. Но здесь такая вот особенность. Обратите внимание, верхние этажи, к ним будет в окна свет. А вот там, где пристройка, там уже будет стена, как у нас. А мы заходим в отель. Здесь живут котики, милые котики. Вот тут небольшая такая рецепция. Здесь есть лифт. Видите, сколько этажей есть. Ниже первого у нас 105 номер. Наш 105. Итак, вот входная дверь. И здесь сразу вот стол. Как бы комната такая, студия. Это комната с кухонькой небольшой, столом обеденным, диваном, телевизором, чайным набором и вот таким столичком небольшим, торшер и кондиционер на обогрев включенный, дополнительное тепло. Сейчас 23 ноября, но батареи тоже теплые. Здесь якобы центральное отопление. Вот. Затем вот здесь санузел, раковина, зеркало, увеличительное такое, полотенце. Здесь мыло, там есть ватные диски, палочки, унитаз, халат один, но там есть пакет еще вещей, теплый полотенцесушитель, душ. И идем в комнату, в спальню. Здесь кровать такая вот большая, с хорошим матрасом. И еще получается как подставка для матраса. Батарея тепленькая. Здесь, наверное, можно регулировать. Попробуем. Здесь тоже получится кондиционер. Вот есть. Пульта пока не видела. Телефон, розетка есть у кровати, это удобно. Вот есть какое-то окошко. Короче, оно не очень красивое, его прикрыли. Так, картина, шкаф. И в шкафу здесь вот набор есть тапочек, полотенец. Тапочки и полотенца. Мусорная корзина. Сейф есть. И полочки. Кровать вот заходит, видите, когда здесь, получится, не пройдешь. И вот там такое какое-то маленькое окошечко. Вот такая спальня. Печка вот такая, двухкомфорочная. Есть вытяжка. С посудой как бы не густо. Это вот кастрюлька. Сковородка была вот такая. Немного, в общем, будет к ней пригорать. Попросили, принесли новую. Ну, она, конечно, маленькая, но новенькая. Ну и вот всего так вот под расчет. Видите, да? Там есть стойка для сушка. И здесь ложки, вилки. Есть какие-то вот лопатки. Терки нету. Пусто здесь. Здесь мусорная корзина. Здесь холодильник. Такой вот небольшой.
Прикроватная тумбочка. И здесь вот лампа. Есть такая. Но, как видите, нет здесь самой лампы в плафоне. И вот здесь вот одна розетка, в которую либо лампу включить, если что, либо зарядить телефон. Вот это пульт управления кондиционером. Тоже можно включать. Видите? И вот он включается и будет греть всю ночь. Вот сейчас гул даже слышно. Соседский кондиционер гудел. Напрягает. Мешает спать, конечно. И вот сейчас пошел теплый воздух. Моющего для посуды нет. Мусорных пакетов нет. Как вот в Анталии, получается, на квартире, где мы жили, делала обзор. Нужно, получается, покупать свое. Ну, это не очень удобно, поскольку мы здесь-то не на короткий срок. Ну и смысл все это покупать. В этом боксе шапочка, ватные диски, ватные палочки, расческа, нитки с иголкой. И что интересно, вот такая мини-пилочка бумажная. Есть вот такие гели, они же мыло, они же для волос и тела. Здесь возле раковины. И вот такой есть здесь в душе. Есть куда положить, повесить в душевой кабинке принадлежности. Но вот здесь, к сожалению, возле раковины нет полочек таких вот, чтобы можно было разместить свои моющие там какие-то средства. Какая погода, посмотреть не получится, потому что окна выходят прям в упор на стену. Ну вот сейчас не видно. Ну, в общем, вот такая черная стена. Вот здесь, видите, это уже в спальне. Вот такой просвет на улицу. А так вот тоже такой вот вид на стену. Возле кровати нет никакого стульчика, чтобы положить даже тут халатик. Вот это я принесла с кухонного набора. Сюда стульчик поставила. Вот здесь при входе нет никакого шкафчика, чтобы можно было повесить верхнюю одежду. Ну, обувь там, ладно, мы уже так поставили. Есть место, вот получается, вдоль стены. Но вот куртки, получается, некуда повесить. Вот сейчас период осенний, ноябрь. И куртки, вот получается, мы только повесим. Можно повесить на обеденный стол, возле обеденного стола. Не очень удобно. В шкафу запасные полотенца. Тапочки было 2 пары. И нечаянно, видно, распаровали. Один тапочек с 3-й пары лежал. Видите, с логотипом отеля. То есть для душа эти тапочки тканевые не пойдут. Нужно брать с собой тапочки для душа. В шкафу запасные полотенца. Тапочки было 2 пары. И нечаянно, видно, распаровали. Один тапочек с 3-й пары лежал. Видите, с логотипом отеля. Наш отель вечером. Вот рецепция. Вот эта дверь раздвижная. Лестница. Можно по лестнице. Можно. Которая как пес лежит. Ой, какие потягуши. Как песик охранный. Как она доверяет всем, да? Да. Как наш, да, ну, полная.
Главное достоинство этого жилья в позднюю осень, зиму и раннюю весну — это наличие вот даже не просто радиаторов, а то, что они очень горячие. Это при том, что здесь можно использовать кондиционер в каждой комнате на обогрев. Но радиаторов вполне достаточно, даже очень жарко. Мы постоянно проветриваем вот даже через то крохотное окошко. Ну и, конечно же, минус — это наличие вот этих вот окошек, но в данном случае в нашем 105 номере, первом этаже, поскольку они очень маленькие. Но даже не в том, что они маленькие, а в том, что они выходят в глухую стену. Вот, это минус. Ну и главный плюс — это небольшое расстояние до площади такси, до метро, всех автобусов, ну то есть до транспортной развязки, а также до Золотого Рога. Поэтому это жилье мы в такой период, как я сказала, точно рекомендуем. Полотенцесушитель кипяток, очень горячий, и на нем очень быстро высыхает белье, которое вы простернете. Что касается цены за сутки, на конец ноября 2021 года наши апартаменты со спальней сутки стоили $52. Бронировали мы их, мы находили эти апартаменты в Google картах, и там был указан номер телефона, по которому мы списывались. Затем нам написали, что бронируйте через наш сайт. Мы забронировали через сайт. Нам пришло подтверждение, но по факту, когда мы приехали сюда, то, ну и вообще мы по карте увидели, что деньги не списались, и мы оплачивали здесь уже на месте. И потом немножко мы тут продлевали еще тоже действие проживания наше. Вот. Хочу сказать про Агоду, пользуясь случаем, что не пользуйтесь услугами этого сайта. Деньги списываются на месте. Ну, вот я очень много читала отзывов, и поэтому хочу поделиться. Мы хотели тоже воспользоваться услугами этой платформы, но вовремя мы остановились. Списывают деньги, а концов потом не найдешь, а на месте их денег этих нет. Еще плюс этого жилья в том, что здесь на улице, буквально рядом, соседний дом, лавка, маркет. Ну, небольшой магазинчик, в котором хороший выбор и хорошие цены на все продукты, которые, и не только там продукты, и хозяйственные всякие вещи. Аптека рядом, вдруг, если кому понадобится. Напротив, 2 точки с едой, хотя тут их в радиусе очень-очень много, поэтому как бы, ну, очень удобно здесь.